Салют, people! С вами Human и, как всегда, глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, этот день настал. Наконец вышла народная видеокарточка RX 6400 официально. И топовый процессор Ryzen, который будет, наверное, крайним флагманом на AM4 с громаднейшим V-кэшем. Го смотреть, и я создал. Ну, поздравляю, вышла вслед за народная видеокарточка RX 6400. Это великолепнейший бюджетный вариант за 159 баксов. И да, круто то, что она раньше, как собственно и RX 6500 XT, должна была быть и в готовых сборках ПК. Но это еще в январе было, но принято было решение красными AMD, что можно продать ее и в рознице, но ведь и так хавают. Но боги железа снизошли с небес к нам, простым геймерам, любителям пасьянца. А поскольку эмбарго было снято еще 20 апреля, для меня это день назад, то теперь мы сможем посмотреть на эту малышку вдоль и поперек. Да, друзья, это низкопрофильная видеокарточка с одной вертушкой. И данная GPU-шка у нас лежит на самом дешевом процессоре линейки Navi 24, в которой 768 потоковых процессоров. То есть, по большому счету, да, все верно, это урезанный чип 6500XT. И сразу говорю, ребят, если вам будет интересно, забегая наперед, мы сможем с вами сделать обзор на эту видеокарту, посмотреть какие там тесты, что там внутри. Если вам любопытно подробности о 6400, какой бы она там бюджетной и затычечной ни была, напишите в комментариях, чтобы я понимал, будет ли вам интересно подробный обзор, или же нет смысла на нее это делать. Все будет зависеть от вас. В видеокарте возможны три типа частоты. Это базовая, которая выдает 1923 МГц, игровая 2039 МГц, ну а буст частота равна 2321 МГц. И я полагаю, что для вас не будет секретом то, что видеокарточка, которая отдается в розницу, также будут иметь такие же частоты, что и были в готовых сборках ПК. Ну, то есть улучшений нет никаких. Сам же графический процессор у нас поставляется с видеопамятью в 4 гигабайта, это у нас GDDR6 и, да, 64-битная шина. И что самое приятное, это может быть интересно для любителей затычечно-бюджетных народных видеокарт, для этой видеокарточки не требуется дополнительного питания. PCI-Express хватает с головой, просто прямое подключение без доп. Питания. Ну что там, всего лишь 53 ватта. Ну и судя по предварительным тестам, наша RX 6400 находится между 6500 XT и 1650 GTX. Но правда это в синтетике. А вот в играх история все-таки немножечко, но похуже. Ну а что вы хотели? Шина в 64 бита дает знать о себе. Плюс у нашей 6400 такие же проблемы, как были в 6500 XT. Во-первых, это отсутствие кодеков X264 и 265 и PCI-Express Gen 4 X4. То есть проводимость, ну скажем так, условно проводимость производительности низкая. Это как, грубо говоря, подать громадный напор воды в очень-очень узкую трубу. Нивелирует. Хотя, кстати, если мы с вами посмотрим на то, как официально AMD заявляет эту видеокарточку, то 6400 сравнивают с GTX 1650 и 1050. И если так прикинуть, то есть карточки условно 5-годичной давности сравниваются с бюджетной, самой бюджетной затычной видеокартой нашего, ну, самого нового поколения, которое сейчас есть, RX непосредственно именно 6000 серии, пусть даже самой минимальной. Но это позор, как по мне. Но с другой стороны, это логично, потому что там энергопотребление примерно 75 Вт. И в итоге, да, в линейке RX 6000 у красных, у AMD 6400 является самой дешевой. И в принципе у Nvidia нет никаких таких подобных аналогов в RTX 3000 серии. Ну, только 3050. Можно даже в ноутбук взять пример, и та будет, скорее всего, мощнее. Но, тем не менее, десктопная RTX 3050 куда мощнее, чем 6400. Да, конечно, и стоит подороже. По RRC это $259, хотя мы понимаем, что в реальном мире она еще дороже. Но, тем не менее, 6400 есть, и я жду ваш комментарий, обозреваем ее или нет. Но сегодня, ребятки, нам не обойтись без еще одного глоточка полезной и вкусной информации. Да, это привкус компьютерных систем и сетей. Ныне в мире постоянно появляются новые устройства, а значит всегда будут нужны люди, которые умеют их обслуживать. Да, профессия системного администратора, она не новая, но она продолжает эволюционировать и трансформироваться. И даже сейчас люди боятся начинать изучать новую профессию, потому что прилагают, что им это не под силу. Но сегодня мы это изменим. Теперь у вас получится отличная возможность обучиться на системного администратора и получить IT-профессию в онлайн-школе Skill Factory. И сразу говорю, не имеет значения, есть у вас базовые знания или же нет. Вы сможете их приобрести там. Более того, вместе со Skill Factory, обучившись на системного администратора, вы можете пройти путь даже до технического директора. Станете общаться на «ты» с сетями, операционными системами и освоите работу в терминале Linux. А также изучите Apache, PostgreSQL, Docker и многие
многие другие. Ну а написание скриптов для вас станет проще, чем выпить стакан воды. Сам же курс у нас длится 9 месяцев, разделен на 4 блока, и 80% из всего этого это практика. Само собой, у вас будут менторы, которые на протяжении обучения будут поддерживать связь с вами. Ну, и вы сможете задавать те или иные вопросы. Более того, вы сможете выбрать гибкий формат обучения, так что совмещать с работой и учебой будет не проблемно. И в среднем вам понадобится примерно 8 часов в неделю, чтобы усваивать весь материал. Это немного. По завершению вы получите сертификат, а специалисты Центра карьеры из Skill Factory помогут вам устроиться на работу. И не забывайте, что медианная зарплата сотрудника составляет $1000. Плюс у Skill Factory за счет того, что у них большой опыт работы, множество отзывов на разных сайтах. Так что если вы созреете, ловите все ссылочки в описании под этим видосом и получаете промокод на скидочку HUMAN, 45% вы сэкономите. И помните, Skill Factory — это ваш прямой путь в IT-профессию. Более того, что я хочу вам добавить, RX 6400 уже обзавелась и партнерами. Это у нас и Gigabyte, и ASRock, и MSI, и XFX. Ну, может быть, уже на момент выхода ролика вышли еще и другие партнеры, подтянулись к этому движению. Кстати, что интересно, даже Gigabyte выпустила видеокарточку в кожухе на 2 вентилятора. Зачем? Непонятно. Ну, скорее всего, у нее были просто такие кожухи для того, чтобы туда впихнуть 6400. Но ей такой охват не нужен. Но можно дать, честно говоря, большой поклон Гигабайту, потому что все-таки мне два варианта видеокарты. Стандартная просто на 2 вертушки и низкопрофильная с одной вертушкой, что более логично. Возможно, они еще захотят сыграть маркетингом и продавать 6400 на 2 вертушки, типа как вот а-ля 1080p для там каких-то игр на минимальных настройках, они этого не скажут. Просто в итоге продавать подороже. Маркетинг. И что интересно, в видеокарточке стоит многофазные источники питания, и Giga здесь очень интересно их преподносит. Вот слушайте, используется многофазный источник питания, который обеспечивает защиту от перегрева и балансировку нагрузки для каждого мосфета, что позволяет этим мосфетам работать при более низкой температуре. То есть вы понимаете, да? Это пишет о видеокарте, которая требует 53 Вт, без доп. Питания, подключается и питается только от PCI-Express. Еще и с 2 вертушками при этом используется, может, Gigabyte. Говоря же за ASRock, то они не так выпендриваются, они поставили все-таки одну вертушку, но карточка при этом не низкопрофильная, но в описании, естественно, карточка для 1080p, не наказана какими настройками, и с хорошим охладом. Ну, не без этого. Ну и скажу, чтобы не тянуть кота за тестикулы, у MSI такая же история. Одна вертушка, классный типа охлад и не низкопрофильная. Так что получается, что кроме Gigabyte и Sapphire, ну, 6400 низкопрофильных, еще и с одной вертушкой пока что более ни у кого нету. Посмотрим, как там будет дальше развиваться события. Ну что, друзья, вот он во всей красе, Ryzen 7 5800X3D с 8 ядрами, громадным кэшем L3, еще и X3D. Да, его объем в 3 раза больше, чем у ванильного камня 5800. Да, в этом случае, конечно, процессор немножечко жертвует своей тактовой частотой ради такого большого кэша, ну и сохранение TDP-шки на уровне 105 Вт. И ныне уже процессор доступен. 20 апреля был релиз за стоимость $449. Не дешево, и это РРЦ. Но отдаем должное, что 5800 в свое время обычный также стоил 449 в день релиза. И более того, уже по оценкам предварительным Ryzen 9 5900X, это флагман по факту линейки, уже уступает в производительности игровой 5800X3D. Собственно, о чем мы с вами говорили ранее в видосах и посмотрели результаты тестов. И более того, есть уже независимые тесты от наших IT-коллег, которые сравнили 5800X3D с Core i9-12900K, ну, где провели параллель в определенных настройках игр, тестах их, и посмотрели кто кого. Так вот, 12900K уже не особо и лидирует. Но, скажем откровенно, детали кроются в FPS. Есть игры, которые очень сильно любят кэш, а есть игры, которые очень сильно любят тактовую частоту. И, кстати, как раз таки именно эту информацию очень красиво вскрыл наш коллега с IT-пространства зарубежного. У него еще есть YouTube-канал Hardware Unboxed. Он протестировал 40, мать его, игр, где и красиво все продемонстрировал. Так что, ребятки, если вам будет интересно, мы можем посмотреть подробный обзор. Сравнение, кстати, сравнения предлагаю вам сделать. 5800 обычный с ванилой, сравнить с 5800X3D, то есть есть ли смысл менять на 5800X3D, там, может быть, даже переплачивать, вот если вам любопытно, напишите в комментариях. И сравнить с 12900K, посмотреть кто кого, разобрать обзор нашего товарища, глянуть в какие игры что лучше тянет,
И насколько лучше Core i9 или все-таки 5800X3D. Если любопытно, пишите, сделаем. Потому что там у нас будет тест и в 1080p, и в 1440p, и 2160, ну то есть в 4К. Ну а на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. Жду ваши комментарии, жду ваши пожелания. И с вами, как всегда, был Human. И как всегда, кайфовой вам игры.